Сегодня готовим одно из блюд традиционной корейской кухни, которое готовили традиционно во время сезона, когда делают кимчи, то есть в конце осени, во время кимджана. Здесь у нас приведены ингредиенты, которые вам понадобятся, а их в данном случае будет немало. Начинаем мы с того, что нарежем некоторые овощи. Свежий корень имбиря нам нужен 10 грамм. Нарезаем достаточно крупно, в данном случае размер не важен. Если у вас аллергия на имбирь, то просто пропустите. Затем одна большая луковица, как видите, она реально большая. Тоже нарезаем крупно, какой формы, и это совершенно не важно. Также нам потребуется с вами зеленый лук. И не просто зеленый лук, а с корнями. 3 пера. Хорошо промойте корнем, потому что обычно там бывает очень много земли. Тоже нарезаем крупно. Далее. Нужна будет либо кастрюля, либо глубокая сковорода, в которую мы заливаем 3 литра воды. Вообще, все вот эти объемы, пропорции всех ингредиентов от 500 грамм мяса до 1 килограмма будут абсолютно одинаковые. Закладываем в воду нарезанный зеленый лук и имбирь. И еще у нас будет достаточно много ингредиентов, которые мы с вами добавим. А именно, также нам нужен будет чеснок 50 грамм. Его не нужно нарезать, просто очистить и закладываем прямо дольками. Затем лавровый лист 2 штуки, также закладываем. И шелуха от той самой луковицы, которую мы с вами порезали. То есть, в принципе, просто шелуха от одного лука. Она может быть свежей или уже сушеная. Затем добавляем соджу, корейскую водку, просто водку или рисовое вино мирин 100 мл. У меня, как вы видите, не оказалось ни водки, ни соджу, добавляю мирин, рисовое вино. Затем мы добавляем соевую пасту. Может быть корейская соевая паста, дэнджан или мисо-паста, 3 столовые ложки. Она может быть либо очень хорошо перемолота, либо имеет в себе некоторые частицы бобов. То есть паста в каждой стране, азиатской, каждого производства, она бывает разная. И вообще сюда могут также добавить сушеные ветки сибирского женьшеня и солодковый корень, тоже такое бывает. Но это уже экзотика, это не обязательно. Затем мы добавляем соль, лучше крупную морскую, где-то пол-столовой ложки, и растворимый кофе, а лучше в гранулах, 1 столовая ложка, но это уже такое современное дополнение, в традиционном вариации, конечно, этого не было, так что если хотите, то можете пропустить, потому что это также добавляет цветовой такой коричневый оттенок мясу. Затем черный перец. Лучше, конечно, если это будет горошек, но у меня вот только молотый в данный момент, так что добавляю его. 1 чайная ложка. Немного размешиваем все ингредиенты и доводим этот бульон, так сказать, отвар до кипения. Когда отвар у нас закипит, то мы можем закладывать мясо. Мясо мы используем для приготовления данного блюда свинина. В моем случае это свиная грудинка 600 грамм, то, что в Корее называется самгеопсаль. Но, в принципе, иногда используют также и говядину, но в основном свинину. Это может быть также и плечо, и какая-то другая часть свинины. Закладываем мясо в отвар и доводим все это снова до кипения. Если будет образовываться пена, то эту пену, конечно же, лучше снимать и убирать. Когда отвар снова закипит, то мы накрываем крышкой и продолжаем варить в течение 40 минут на среднем огне под крышкой. Через 40 минут мы выключаем огонь и держим мясо под крышкой еще 20 минут, не поднимая крышки.
Через 20 минут крышку можно снять, будь аккуратны, пар горячий, и мы извлекаем мясо. Как я и говорила, если вы добавите кофе или, например, очень много шелухи от лука, то тогда мясо может получить оттенок. Некоторые иногда промывают мясо после приготовления в холодной воде. Но некоторые это делают, и некоторые нет. Это уже на ваше усмотрение. Мы достали мясо, и теперь его нужно нарезать. Если вы не удалили, не срезали кость в самом начале, это можно сделать и перед приготовлением, или после, то есть в зависимости от того, хотите вы ее, чтобы она присутствовала в вашем блюде или нет. То же самое и с кожей. Можно было снять с грудинки кожу, можно было варить вместе с кожей. И после того, как мы срезали кости, мы нарезаем уже непосредственно само мясо. Нарезаем его кусками либо от 3 мм до 5 мм шириной. Это на ваше предпочтение. Теперь нам нужно его красиво положить на тарелку. В этом деле нам поможет нож. Мы немного раздвигаем кусочки, чтобы они были немного под наклоном. Как бы сдвигаем их на нож, переносим на ножи и затем рукой просто снимаем и так выкладываем на тарелку. Вообще, в принципе, в традиционном варианте это ели с кимчи, со свежеприготовленным кимчи только что во время кимджана. Но можно также и салатные листья, и периловые листья, и внутренние листья от пекинской капусты, которые иногда бывают свежие, иногда отваренные, иногда на пару. Можно также подавать с этим мясным блюдом, с отварной вот этой свинины. Я же нарезала кимчи кусками такого размера, чтобы просто их удобно было класть себе в рот, так как это блюдо называется пусам, а это предусматривает то, что его нужно во что-то заворачивать. И вот в данном случае мы будем заворачивать его в кимчи, так как это в принципе и было традиционно, потому что раньше это блюдо готовилось именно в это время, во время приготовления кимчи, как я уже говорила, и только что вот приготовленные свежие кимчи, еще не ферментированные, ели с вот этим вот блюдом, которым подкрепляли свои силы во время, собственно говоря, этого такого нелегкого, такого трудоемкого процесса приготовления кимчи. Блюдо готовится в принципе легко, и оно очень вкусное, так что советую приготовить и попробовать. А здесь приведен способ приготовления и еще раз ингредиенты. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!